Всем привет, с вами Светлана, вы на канале Светлана Тим. Посмотрите, какой красивый узор мы сегодня будем вязать. Ажурные листочки с очень интересной фактурой. Мне кажется, такой узор прекрасно подойдет для вязания джемпера, кардигана, шарфа или даже, может быть, пледа. Как всегда, покажу все подробно. На спице набираем количество петель кратное 23, плюс 4 петли симметрии и плюс 2 кромочные. Кромочные в схеме здесь указаны. Высоту повторяем с 1 по 10 ряд. Читаем схему справа налево, вяжем 23 петли. Повторяем эти петли раппорта необходимое нам количество раз и заканчиваю ряд петлями симметрии. В изнаночных рядах все петли вяжем по рисунку, но обратите внимание то, что вот эти крестики обозначают то, что эти петли мы во всех рядах, в лицевых и в изнаночных, провязываем лицевыми. Вяжем один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. На спице набираю 29 петель. Первый ряд кромочную снимаем. Вяжем наш раппорт 4 лицевых. Изнаночная. 3 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, провязываю 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, провязываю за задние стенки, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, изнаночная. Итак, смотрите, я провязала петли раппорта. Повторяем эти 23 петли необходимое нам количество раз. В конце ряда петли симметрии. Провязываю 4 лицевых. И последнюю кромочную вяжем изнаночной. Второй ряд и все парные ряды вяжем, как смотрят петли по рисунку. Изнаночные провязываю изнаночными. Лицевые петли вяжем лицевыми. Итак, мы вяжем второй и четвертый ряд. Все петли по рисунку. И накид не провязали. Накид провязываем изнаночной. Вот, изнаночная. Хочу все показать. Если здесь есть люди, которые только начинают свой путь в вязании, напишите в комментариях, как вам. Как вам вязание спицами? Получается ли у вас все? Есть ли какие-то у вас вопросы? Третий ряд кромочная. Вяжем наш раппорт 4 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Но смотрите, если я буду вязать за передние стенки, как в первом ряду, петли будут скрещены, поэтому я разворачиваю петли вот таким образом и провязываю 2 лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Накид, 2 лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. То есть петли у нас идут, смотрите, с наклоном влево. Эти петли идут с наклоном вправо. 2 лицевых, изнаночная. Провязали петли раппорта и вяжем теперь эти петли раппорта. Повторяем необходимое количество раз. И дальше вяжем петли симметрии. 4 лицевых,
и кромочная. Четвертый ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли, так же как мы вязали с вами второй ряд. Пятый ряд кромочная, вяжем первый раппорт, 4 лицевых, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, разворачиваю петли за переднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, за переднюю стенку, накид, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, за задние стенки, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, и вяжу петли симметрии, 4 лицевых, кромочная. Давайте с вами свяжем 6-й ряд. Кромочную снимаю, и у нас по рисунку 4 лицевых, не изнаночных, 4 лицевых. Дальше вяжу все петли по рисунку до конца ряда. В конце ряда лицевая по рисунку, и дальше эти 4 петли мы вяжем не изнаночными, а лицевыми, и кромочная. Свяжем 7-й ряд, кромочная, 4 лицевых, изнаночная, разворачиваю петли, вяжу 2 вместе лицевой за передние стенки с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, и дальше вяжу петли симметрии, это у нас 4 лицевых петли, и кромочная. 8-й ряд вяжем так же, как и 6-й, то есть вот эти петли мы вяжем лицевыми, все остальные вяжем по рисунку. 9-й ряд кромочная, 4 лицевых, изнаночная, лицевая, 3 петли переснимаем на дополнительную спицу и оставляем эти петли за работой. Вяжу следующих 3 петли лицевыми. Наши петли с дополнительной спицы переводим снова на левую спицу. И вяжу эти 3 петли лицевыми. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, дальше переснимаю 3 петли на дополнительную спицу перед работой. 3 лицевых, петли с дополнительной спицы переводим на левую спицу. И вяжу эти 3 петли лицевыми. Смотрите, чтобы они не были скрещенными. Лицевая,
изнаночная, 4 лицевых и кромочная. И давайте свяжем вместе 10 ряд, кромочная. Получается у нас здесь 4 лицевых. Дальше вяжем петли по рисунку. Лицевая. Петли, которые мы перекрестили, вяжем изнаночными. С лицевой стороны они были лицевыми. Лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше вяжу петли изнаночными. Здесь у нас получается 7 изнаночных. Лицевая. И петли симметрии вяжем лицевыми. И кромочная. Связали 10 рядов. Дальше узор повторяется с первого ряда.